Всем привет, винтажники! Продолжаю делиться с вами обзором пополнения своей коллекции. Сегодня мы с вами распакуем 3 новых лота, которые ко мне приехали. Они все разных периодов, но у них есть нечто общее, о чем вы узнаете совсем скоро. Что ж, приступаем к распаковке. Поехали! И первым мы с вами распакуем вот эту коробочку. Я специально закрыла название бренда, чтобы немножечко придержать для вас интригу. А внутри у нас будут украшения от бренда Liz Claiborne. Итак, внутри у нас с вами, посмотрите, как классно сделана эта коробочка, как много внимания уделено здесь деталям, очень красивая отделка. Здесь даже сохранился ценник, я не знаю, оригинальный ли это ценник от этих украшений. Внутри этой коробочки находится сет украшений, комплект, который никто и никогда не носил. Он абсолютно новехонький. Обожаю находить такие экземпляры, потому что они достаточно редкие в своем виде, как вымирающий зверь. Здесь серьги, они сквозные, и брошь. Мы с вами видим достаточно необычную форму заглушки, точнее окантовки этой заглушки. Она в виде треугольничка, и это является неким таким характерным признаком бренда Liz Claiborne. Эта сережка достаточно крупная, и в принципе вот я вам сейчас хочу показать еще пару сережек этого бренда. Это достаточно известный их дизайн с такой геральдической тематикой. Но вы видите, что все украшения бренда Liz Claiborne, они очень акцентные и достаточно крупные в своем формате. Мы видим с вами маркировку LCI и значок копирайта. Это стандартная маркировка бренда. Вообще их было примерно 3. Покажу вам ее поближе. LCI. Так, давайте посмотрим на маркировку у броши. Она тут очень мелко пропечатана. Значок копирайта Liz Claiborne Incorporated. На сережках это такая же маркировка стоит, но она тут более четко прописана, поэтому показываю вам ее здесь. Бренд Liz Claiborne делал достаточно яркие и красивые украшения. Их можно смело относить к подиумным вариантам, runway style так называемый, за их такую выразительность в дизайне и очень броский характер самих изделий. И, конечно, одев такое украшение, вы 100% будете привлекать к себе все внимание, потому что вот этот стиль и вайб начала 80-х годов тут просто читается на лицо, так сказать. Возможно, этот комплект будет искать себе новую хозяйку, я пока не уверена. Может быть, я его оставлю себе в коллекцию, а может быть и выставлю в свой каталог в Телеграме, поэтому если вы еще не подписаны, переходите, подписывайтесь. Там периодически появляются украшения, которым я бы с удовольствием нашла новый дом и самых очаровательных хозяев. Приступаем к распаковке второй коробочки. Так, эту коробочку мы оставим на потом. А сейчас мы с вами распакуем, наверное, самое старенькое украшение, самое возрастное из всех представленных на сегодня. Вы даже это можете увидеть по коробке. Она уже так заметно подстерлась. Она имеет такую фактуру кожи, но это на самом деле картон или бумага. Эта коробочка нам говорит о том, что изделие, которое находится внутри, достаточно внушительного возраста. Ну что, готовы? Открываю. Вау! Бог ты мой, какая красота! Опять же, посмотрите, я не знаю, передает ли вам эта камера, как здесь красиво переливается вот эта сатиновая подложка, она мягенькая. Здесь у нее есть такая выемка, чтобы украшение ложилось ровно, никуда не ерзало, не спадало и вот так красиво сберегалось. Ну и, конечно, по логотипу мы можем сразу понять, что это колье относится к дому Кора, одному из самых крупных и величайших домов в производстве украшений в истории 20 века. Если бы я вам могла описать, какие мурашки у меня сейчас бегают при открытии этой коробочки, и передать вам как-то это ощущение, то вы бы, наверное, поняли, почему я так аж с придыханием вам сейчас рассказываю. Но на самом деле это очень приятно находить такие редкие вещи в свою коллекцию, понимать, что им уже так много лет. И это также украшение, которое сбереглось в своей оригинальной коробочке. Конечно же, я хочу продемонстрировать вам его во всей красе, поэтому
восторгаетесь этим восхитительным колье вместе со мной. Ну что, скажите, что-то вот в нем такое загадочное и царственное, королевское определенно есть. Мы с вами видим здесь брошированный металл с очень-очень мелкой текстурированной брошировкой. Видите, в центре здесь есть брошировка, а края выполнены из гладкого полированного металла, что очень красиво подчеркивает объем изделия. Соединительные элементы у нас в виде таких ракушек, и колье достаточно в хорошей сохранности для своих лет. Есть единственные нюансы по соединительным элементам, потому что они всегда находятся в эксплуатации, в движении, и, конечно, с них покрытие достаточно часто стирается. Вообще сохранность колье, конечно, изумительная. И вторая маркировка. Здесь есть уже на внутреннем первом звене, это значок копирайта, и Кора со знаком Пегаса. Значок Пегаса нам говорит о том, что колье относилось к коллекции Кора Pegasus. Это была премиальная линейка бренда. Ну и, конечно, бренд Кора вошел в историю как какой-то рекордсмен по количеству зарегистрированных им торговых названий. Они регистрировали абсолютно каждое название своей коллекции, потому что очень сильно давлели за качество и боролись с тем, чтобы их украшения не копировали и не повторяли дизайны. Самыми известными до наших дней остаются по-прежнему Кора Pegasus, Кора дуэты, понятное дело, стерлинговая коллекция из серебра и так далее. Об этом мы как-нибудь с вами поговорим в других видео. Ну а пока еще раз покажу и продемонстрирую вам это роскошное колье. Имеет такую достаточно воздушную форму, очень такую миловидную, женственную и красивую. Мне безумно нравится. И у нас осталось с вами последнее украшение, которое мы также торжественно распакуем и посмотрим. И это украшение, которое приехало в коробочке, вот таким образом, чтобы немножечко придержать интригу. Мы видим с вами по коробочке, она уже, конечно, повидала эту жизнь, хотя это украшение не является настолько возрастным и стареньким, как, например, украшение от бренда Кора, у которого коробочка уже является само по себе отдельным лотом и экспонатом. Это украшение более современное, но оно несет с собой дань истории 20-х годов. И в коробочке у нас будет находиться украшение от великой, последней, как ее называют, королевы винтажной бижутерии Джоан Риверс. Джоан Риверс была изначально американской актрисой, ну и, конечно, очень известной публичной личностью. К 90-м годам она решила открыть собственную линейку украшений, названных своим же именем. Оно очень красиво инкрустировано стеклянными кристаллами в технике ПВ. И это украшение непростое. Мы видим с вами, что это брошь. Это брошь дань моде дуэтов. Дуэты это были очень популярные украшения в 20-х годах, а поскольку Джоан Риверс была невероятным фанатом ювелирного искусства и бижутерного искусства, она не могла обойти вниманием такие знаковые украшения, как дуэт, и брошь, и серьги в одном флаконе. Потрясающе красивые серьги. Также никогда не были в носке, они абсолютно новехонькие. Ну, собственно, само изделие все абсолютно новое, дожившая до наших дней в оригинальной коробочке. Здесь, конечно же, присутствует маркировка Джоан Риверс. Это украшение является настолько знаковым для бренда Джоан Риверс и для нее самой как дизайнера ювелирных изделий, что ему посвящено аж несколько страниц в ее книге. Дизайнер с особой любовью и уважением к истории моды воплотил в своей, казалось бы, современной коллекции на 90-е годы украшение, которое отражает дух 20-х годов. Вот такой красивый обзор у нас сегодня с вами был. Украшений, которые каждое в своем роде, безусловно, заслуживает особого внимания к себе. Хочется ими любоваться, трогать, примерять, носить. Напишите в комментариях, какое из этих украшений вам понравилось больше всего. А мы с вами не прощаемся, увидимся вновь на новых распаковках уже в ближайшее время. Пока-пока!